Ну что, рассаживайтесь поудобнее, сейчас я вам расскажу про особенности украинских хакеров. И я терпеть не могу, когда начинают говорить в Украине то плохо, это не так. Потому что я знаю, что по идее это все может быть так. Но просто вот так вот получается. В правительстве дегенераты, президент каждый новый хуже предыдущего и так далее. Там, я не знаю, асфальт, ингредиенты те же. Вроде бы должно получиться и нифига не получается. Короче, украинские хакеры, особые хакеры. Особые. В ЛНР они отменили выборы. Да-да, в ЛНР не было выборов. А еще они захватили веб-камеры в Крыму. Вот я сейчас схожу, захвачу свой холодильник. У меня там есть сырок и колбаска. Можно себе бутерброд сделать. Веб-камеры, ну, я не знаю, для чего их захватывать. Они же в свободном доступе. Ребята, вы чё? Я хакер! Я тоже хакер! Я захватил веб-камеры в Крыму. Я хакер. Ну и вот, собственно, сам хакер. В этой статье он рассказывает, что я могу взломать сайт за 60 секунд. За минуту человек ломает сайты, как орешки просто плющит. Они могут оставить Россию и Крым без интернета, могут, просто не хотят, по доброте душевной. Они постоянно проводят операции с громкими названиями. Возмездие, или там карающий меч, там еще что-то. Вот так вот выглядит хакер, наш украинский хакер. Это особый хакер, повторяю, наш. Мужику, кстати, 31 год, и никто ему так и не сказал, что усы ему лучше не носить. Но на самом деле, кстати, в усах его сила и заключена, а также в рубашке. Значить, це наступні операції. Операція хакерська, так я її називаю, це взлом сайтів і акаунтів в соцмережах терористів і сепаратистів. Наступна операція. Операція блокування сайтів, цю операцію я назвав «Відплата». Наступна операція – це блокування рахунків в електронних платіжних системах терористів і сепаратистів. Наступна операція – це блокування телефонів терористів. Їх дві операції. Це операція «Кібершторм», блокування смс-ками, и операция «Киберураган» – блокування дзвінками. Украинские хакеры блокируют смс-ками и блокируют звонками. Они покупают программу за 5 евро и делают это. Операція, яку я називав «Заблоковані виродки» – це блокування сайтів через скарги хостера. Заблокированные выродки. Что они делают? То есть вы улавливаете, да, постоянные жалобы. То есть они отправляют жалобы туда, туда, туда. Слушаем. Наступна операція «Відновлення правди» – це те, що я почав ще в березні, це редагування Вікіпедії. Тобто написання правдивої інформації про Україну. Наступна операція – це операція «Вимкни пропаганду». Це операція, яка полягає в блокуванню через скарги на YouTube, а також інших веб-хостингах відеороликів терористів. Блокирование путем жалоб, путем отправки жалоб. Вы слушаете, да? Також можна займатися через скарги, блокувати аккаунти Facebook, Twitter та інших соціальних мережах. Вот этот вот мальчик, мужчина, рассказал как раз-таки то, о чем ходила жаловаться вся Украина во главе со своим президентом. С нашим президентом, извините. Хотя он не мой, потому что я за него не голосовал. Так вот, ходили жаловаться, нас блокируют, постоянно по жалобам. Тролли приходят массово, блокируют, нас блокируют, ни за что блокируют. Пожалуйста, разблокируйте. Оказывается, это украинцы блокируют. Оказывается, это вот такие вот собирают толпы и жалуются на какого-то человека, что Facebook его заблокировал. Ну как же так полиция, а, ребят? Вы же рассказывали, что это другие делают. Это вы сами делаете? Хакеры. Уже поняли, да, в чем хакерство? Але вони громадяни України, вони патріоти, вони роблять елементарні речі, наприклад, там послати скаргу. Це теж треба потратити час, треба людей навчити, як це робиться.
Вот такие вот они, украинские хакеры. Хакерство по-новоукраински, это значит отправлять доносы. И чем больше доносов ты отправил, тем круче ты, мощнее ты хакер. Вот бывает и такое. Я, в общем-то, не обращал бы внимания на этого молодого человека, потому что зачем мне на него обращать внимание? Однако же он заявил, смело заявил, что он заблокировал мои аккаунты в платежных системах. Да, заблокировали. Все заблокировали. Рахунки в обох системах вже заблоковані. Ще є рахунки в інших платіжних системах, від яких я чекаю відповіді. Дочекаєшся, дебіл. 5 миллионов, говорит, мы заблокировали во всех рахунках. Да. Что? Какие Яндекс деньги? Что ты, скажи хоть один, дебил. То есть вот этот вот PayPal и вот эти вот Яндекс, по их словам, заблокирован, и они подбираются к другим моим платежным системам. Я, правда, не знаю каким. Ну, да, ладно. Суть не в этом. Смотрите, на самом деле ребята пытались что-то сделать, но у них не получалось. Почему у них не получалось? Потому что ребята не умеют что-то делать. Они отправляли массовые запросы, запрос кода, допустим, да, и платежная система отреагировала. Система безопасности этой платежной системы отреагировала. Они связались со мной, и тогда мне пришлось, извините, я поступил как стукач, хотя я настучал на стукачей. Настучи на стукача, это нормально. Я сообщил им, откуда ноги растут, и поэтому начато расследование. Наши герои настолько тупые, что они начали делать следующее. Я даже раскрою хакерскую тайну. Они начали отправлять по 5, по 10 евро, а потом требовать их назад, так как они якобы не получили товар. Товара никакого нет, платежная система начала задавать вопросы. С вопросами я разобрался в течение 24 часов. Но вот плохая новость. Деньги, которые они отправили, остались у меня. То есть я благодарен кибервойскам Украины за их скромный вклад в мою скромную деятельность. Честно скажу, я не знаю, чем закончится расследование, но это уже интересно, потому что получается, что украинское правительство и люди из правительства говорили про эти кибервойска, поддерживают такого рода преступления. Хотя они не могут их совершить, потому что руки у них вот так, и они могут единственное, что писать доносы, но они пытаются их совершить. А попытка взлома европейской платежной системы, это очень тяжко. Теперь я оставляю здесь свой PayPal и Яндекс деньги. Спасибо всем подписчикам, которые откликнулись на мою просьбу по моей личной ситуации. Ситуация, слава богу, решается. Ну и спасибо кибервойскам за то, что я опять обновил эту тему. Беспощадные украинские кибервойска. Войска стукачей. Не шутите с ними.